Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы будем с вами заниматься реставрацией купальника после достаточно длительного использования, пришедшего к нам на перепродажу. Для начала мы разберемся, что нам понадобится. Понадобится нам небольшой набор инструментов: ножницы, иголка, нитки основных цветов, используемых на купальнике. Для подклейки камней нам нужны будут сами камни. Они бывают горячей фиксации и холодной фиксации. Горячая фиксация называется Hot Fix, холодная фиксация называется Foiled. Горячую фиксацию на камнях вы можете отличить по ребристому слою, прозрачному слою клея на камне, в отличие от камней холодной фиксации, у которой этого слоя на подложке нет. Значит, для камней горячей фиксации нам понадобится утюг. Утюг желательно с поларовым ударом и с максимальным количеством отверстий для обработки паром на подошве. Клеить камни мы будем на режиме двоечка и обязательно с паром. Еще нам понадобится для камней горячей фиксации обязательно проутюжильник. Это хлопчатобумажная тряпочка, желательно без всякого рисунка, белого цвета. И понадобится платформа, которую мы можем вложить внутрь купальника для того, чтобы камни с передней части купальника, например, не проклеивались на заднюю часть купальника. А в случае бытового использования такую платформу нам может заменить полотенце, сложенное в несколько раз. Желательно, чтобы полотенце было белое, иначе цветные ткани могут окрасить наш купальник. Что нам еще понадобится? Для камней холодной фиксации нам понадобится клей White Glue. Например, вот у меня Dance Couture. Ну и, соответственно, понадобится пинцет. Еще нам понадобятся булавки. Булавки, посмотрите, пожалуйста, булавки бывают разные. Вот такие вот мы можем использовать для крепления камней горячей фиксации. Это булавки со стеклянным шариком. А вот такие вот булавочки мы использовать не можем, потому что у них шарик пластиковый и покрыт краской. Такие булавки под утюгом просто расплавятся и оставят пятно на вашем купальничке. Вот. Еще можно прекрасно использовать вот такие вот булавочки. Обычные наши булавочки отечественного производства, они достаточно качественные. Но мне удобнее брать вот такие вот булавки. Вот. Но прежде всего, взяв купальник в руки, мы просмотрим его очень внимательно на предмет дефектов. Какие здесь есть дефекты? Прежде всего, отвалившиеся камни от подложки. Вот мы можем видеть, да? Такое бывает при интенсивном использовании купальника. Еще что мы можем увидеть, что кое-где на купальнике распустились закрепки аппликации. Ну, например, вот здесь. Здесь вот в уголочке, да? Мы в нашей мастерской стараемся ставить закрепки в таких местах, где даже если они распустятся, потребительские качества купальника от этого не испортятся. Ну, вот, например, внутри уголка, да? Здесь мы можем просто отрезать эти ниточки и, собственно, больше ничего не делать, потому что это не приведет к тому, что тут появится дырка. Что мы еще можем посмотреть? На уголках аппликации зачастую возникают напряжения, которые могут при деформации купальника на растяжение привести к возникновению маленьких дырочек. Такое бывает нечасто, но все-таки бывает. Если мы внимательно посмотрим, вот, например, вот такая дырочка, ее обязательно нужно зашить. Для того, чтобы зашить такую дырочку, мы возьмем нитку бежевого цвета. Мы в мастерской называем это телесный цвет. Конечно, не очень верно, но зато удобно. Завязываем небольшой узелок. Стараемся, чтобы узелок был маленький. Отрезаем лишние хвостики. Вывернем в месте нашего дефекта купальничек наизнанку.
сделаем закрепку под аппликацией. Вот мы провели ниточку, и иголку сейчас проведем в петельку, образованную нашим узелком. И начинаем аккуратненько зашивать нашу дырочку. Стараемся захватывать буквально по паре волокон сетки рядом с дырочкой. Много не стоит. Пары волокон вполне будет достаточно. Я стараюсь чуть-чуть подрастягивать ткань, чтобы уже зашивать дырочку в состоянии растянутого купальника. Так наш шов будет вести себя стабильнее в процессе эксплуатации. Мы его, конечно, потом еще замаскируем камнем, но в любом случае на каждом этапе выполнения работ мы стараемся сделать работу максимально качественно и думая о том, как это все будет работать в процессе эксплуатации купальника. Вы видите, что я дошла до краешка дырочки, даже чуть-чуть заходом на непорванную сетку, и потом возвращаюсь обратно. Почему я не делаю закрепку здесь? Потому что любая закрепка распустится. Здесь напряжений значительно меньше, и поэтому закрепку я буду делать именно в этом месте. Вот. Мы зашили дырочку, и теперь нужно сделать закрепку нитки. Закрепку нитки я делаю приблизительно 3 раза, прошивая точечно место закрепки. Можно сделать что-то типа узелочка, но, если честно, мне кажется, что это не очень хорошо работает, но на всякий случай сделаем. Я затянула узелочек и сейчас обрезаю ниточку. Вот мы ниточку обрезали, теперь выворачиваем на лицо. Вот, у нас получилось вот такое зашитое место. И надо сейчас будет его замаскировать камушком. Кроме того, на этом участке купальника мы видим тоже несколько отвалившихся камней. Заодно мы и отреставрируем это место. Значит, в нашей мастерской мы преимущественно пользуемся камнями горячей фиксации, потому что они выглядят значительно аккуратнее и прочнее фиксация. Для того, чтобы одна сторона купальника не склеилась в процессе приклеивания камней с другой стороной, мы вложим внутрь купальника нашу платформу. Как делать эту платформу, я буду рассказывать в мастер-классе, посвященному декорированию купальником камнями Сваровски. Вот. А в бытовом использовании можно сложить несколько раз полотенечко, вложить внутрь купальника и приклеить на нем. Вот, я разложила купальник, возьму булавочки, дополнительно зафиксирую, чтобы не сдвинуть ткань и не сбросить камни, которые я разложу для приклеивания. Возьму пинцет и мисочку с камнями. Когда мы работаем над декорированием купальника камнями, мы предпочитаем камни фасовать в разные емкости по размерам. Да? То есть емкость с 12 размером, с 16, с 20, 30, 34 и так далее. Для ремонта купальника удобно, когда вот есть такая миска, в которой
собранные камни разных размеров одного цвета. И, соответственно, я начинаю сейчас раскладывать. Мне удобнее начинать раскладывать с более крупных камней. Здесь вот 20 размер, достаточно с большой частотой использован в россыпи, которая покрывает сетку купальника. И 20-очкой мы же закроем наше место ремонта дырочки. Видите? 20-й камень практически полностью закрывает место ремонта. Положили камушек. Мало того, что он просто декоративно закроет, да, наше место ремонта, так он еще и сделает прочным это соединение. Так, смотрим, где у нас еще не хватает камушков. Кажется, 20-ки я разложила все. Теперь я могу разложить 16-е камни. Желательно использовать камень или того же размера, или большего, чтобы закрыть подложку. Сейчас я раскладываю камни 12 размера. Вот как-то так. Для того, чтобы приклеить камни, я добьюсь от утюга, чтобы он не нагрелся. Просто мы сейчас используем утюги с энергосберегающимися технологиями, и он отключается в режиме без движения. Слышите, начался пар. Мы накрываем разложенные камни проутюжильником, стараемся сделать это аккуратно, для того, чтобы не сдвинуть разложенные камни. Приклеивать камни мы будем в режиме двоечка. Вот. Держать я буду для небольших камней 30-40 счетов, ну 30-40 секунд по сути, да, постоянно давая пар. Для того, чтобы камни хорошо приклеились, недостаточно просто их разогреть. Еще необходимо прижимать утюг, чтобы давлением на камни обеспечить проникновение расплавленного клея в волокна ткани. Я делаю такое движение для утюга, чтобы он не отключался. Мы достаточно долго держим утюг, и он иногда отключается. 8, 9, 10, 27, 28, 29, 30. Значит, если мы используем камни размера от 12 до 20, 40 счетов вполне достаточно. Если мы используем камни, например, размера 40, тогда необходимо держать утюг дольше, до 80 счетов. 36, 37, 38, 39, 40. Теперь я убираю булавки, которыми фиксировала купальник на нашей платформе, и поднимаю купальник. Мы клеим над платформой из фланели, потому что у фланели есть такие небольшие волокна, которые отрываются вместе с приклеенным камнем. Если у нас камень приклеился сквозь сетку к волокнам фланели, это значит, что камни зафиксированы очень качественно и не будут отваливаться в процессе эксплуатации. Теперь на этом месте купальничка я нашла еще один небольшой дефект. Вот здесь чуть-чуть подпоролась аппликация, видите? Вот. Значит, такой отпоровшийся элемент мы сейчас пришьем с вами белыми ниточками. Возьмем белые нитки. В нашей мастерской мы пользуемся очень высококачественными нитками немецкой компании Gütermann. Они достаточно прочные и гладкие. Я складываю нитку вдвое, чтобы сделать маленький узелочек и сделать петелечку для крепления нитки к сетке.
небольшой узелочек. Я его почищу, уберу лишние хвостики. Ну и, пожалуй, я, наверное, все-таки выверну наизнанку. И мне сейчас с этой стороны будет достаточно удобно пришивать оторвавшийся сегмент. Можно делать это с лица, не принципиально. Как и в случае с дырочкой, мы прежде всего закрепим петелечкой нашу нитку. И сейчас начнем пришивать аппликацию почти через край. На самом деле не очень принципиально важно, как мы будем ее пришивать. Если у нас достаточно большой участок отпоролся, ну такого практически никогда не бывает, то можно, конечно, снять камни и пришить отпоровшийся участок на машинке. Камни снимаются точно так же, как мы приклеивали. Сначала разогреваем утюгом и потом ногтями снимаем камни. Это не очень приятно, потому что камни горячие, слегка обжигают. Но все вполне возможно сделать. Шов, которым вы пришиваете, не принципиально важен. Главное, чтобы это было достаточно прочно и незаметно с лицевой стороны. Я предлагаю пришивать оторванный участок чуть-чуть дальше, чтобы предотвратить дальнейшее распускание. Вот, и теперь сделаем закрепочку также под аппликацией. Ну, и последним сделаем узелочек. Затянули узелочек и отрезали нитку. Посмотрим, что у нас получилось. Вот. Гипюр часто ведет себя в процессе эксплуатации не очень хорошо, чуть-чуть оставляет махрушечки, которые мы можем просто убрать ножницами. Только аккуратно работайте ножницы, стараясь не порезать ткань. Мы с вами зашили дырочку, подклеили камни. Естественно, с теми же самыми операциями нужно будет пройтись по всему купальнику. Вот. Иногда у нас камни отваливаются. Ну вот, смотрите, да? Вот это вот у нас камень с клеем отвалился от окрашенного гипюра. Это происходит из-за того, что камень приклеился больше к краске, чем к ткани. Это бывает буквально там одиночные какие-то случаи, то есть не носит массовый характер, но случается. Ну вот смотрите, на воротнике мы видим, что тоже достаточно много камней отвалилось от подложки. И это надо подреставрировать. Почему здесь они так активно отпадают? Потому что воротник подвергается очень большим растяжениям, когда девочка надевает купальник и снимает. Вот, и поэтому здесь из-за этой нагрузки камни начинают отваливаться от подложки. Здесь сложнее приклеивать эти камни из-за того, что здесь есть пришивные. Пришивные камни значительно более высокие, чем клеевые камни. И утюг будет опираться именно на них, почти не прикасаясь к поверхности ткани. Поэтому обеспечить плотное прижимание клеевых камней будет сложнее. Давайте посмотрим, как мы будем приклеивать такие камни. Мы стараемся разложить купальник так, чтобы под утюг он не уходил со складками и деформациями ткани. Я также закалываю булавочками купальник. Ну, смотрим внимательно, да? Во-первых, внимательно рассматриваем, какие здесь дефекты помимо отвалившихся камней есть. Ну, в принципе, ничего такого трагичного я не вижу. Ну, вот кое-где гипюр подмахрился. Мы эти махрушечки убираем, чтобы они не портили внешний вид купальника. Ну, в принципе, почти все. Теперь нам остается также разложить камни недостающие. Можно использовать камни большего диаметра, чем недостающие.
Ну, сюда я не могу класть, потому что это уже изгиб платформы. Вот какая-то ниточка у нас торчит, тоже ее подрежем. Ну, пожалуй, все. И теперь мы будем также приклеивать эти камни. Также накрываем проутюжильником. Нагреваю утюг. Пар идет достаточно стабильно. Ставлю утюг на необходимый нам участок. И считаю, ну здесь буду считать чуть подольше, да, потому что мне нужен хороший разогрев клея. Периодически даю пар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 48, 49, 50. Теперь я еще раз приведу утюг в рабочее состояние, потому что когда он находится в одном положении, он быстро отключается. И если вы слышите такой немножко булькающий звук, это значит, что утюг еще недостаточно разогрет. Опа. Видите, вот что бывает, когда утюг недостаточно разогрет. В таком положении, особенно красные купальники, я очень не рекомендую клеить, потому что красный бифлекс может пролинять на сетку. Вот. Сейчас утюг достаточно хорошо разогрелся, и сейчас я буду ставить его так, чтобы платформа утюга не попадала на пришивные камни. И также просчитаю до 30 счетов. Теперь я прижимаю все разложенные камни обратной стороной пинцета, чтобы расплавленный клей гарантированно проник в волокна ткани. Теперь нам останется пришить крючочки. Они чуть-чуть оторвались в процессе эксплуатации. Вот. И еще раз внимательно просмотреть весь купальник, пройтись по низу юбочки, обновив его. Вот. И в принципе практически на этом манипуляция с реставрацией купальника закончится. Обязательно купальник нужно постирать после предыдущего использования. Это мы с вами сделаем позже.